Всем добрый день, с вами Татьяна. Сегодня я буду вязать вот такие вот тапочки, опять с дракончиками, тапочки с спицами, но уже схема попроще, даже чем-то вот на мокасины похожи. Отлично сидят, схема простая. Сразу же связала вот такие вот детские, так что можно тапочки для всей семьи у нас будут, только уменьшенная копия. Значит, сначала я свяжу видео полностью большой размер. Это у меня будет размер 38-39. В конце видео я немножечко вкратце пройдусь по расчетам, как я вязала детские тапочки, покажу. Значит, сейчас по женским, по взрослым. В принципе, можно связать такие же и мужские, взять какой-нибудь темно-синий цвет, например, только увеличить ширину, высоту, длину. Так что этот дракон, я так думаю, дракончик подойдет на любой размер. Для вязания мне понадобятся спицы номер 2,5, круговые, номер 3. Пряжа у меня два цвета, белый и вот такой вот зеленый подобрала. Это акрил стопроцентный, 240 метров, 100 граммах. Так, свяжу сначала верхнюю часть, потом обвяжу весь следок, перейду к подошве и закончу пяткой и сделаю обвязку. Вот такие вот. Схему выведу на экран. Значит, как всегда, я размещу ее в сообществе, схему. Или же, кто не может взять в сообществе, остановите видео, сделайте скриншот. Переходим к вязанию. Начинаю вязание с мыска. На спице номер 2,5 наберу 13 петель. Провяжу второй ряд все лицевыми. Со следующего ряда начну делать прибавки. Набираем 13 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Так, узел не завязываю. Провязываю все лицевыми. Второй ряд. Первую снимаю. Сразу делаю один накид. Провязываю опять все лицевыми. До конца ряда идем лицевыми. И сделаю одну добавку в конце ряда. Так, пришла в конец ряда. Добавила одну петельку. Последнюю провяжу кромочной. Перешли на изнаночную сторону. Все вяжу лицевыми. По лицевой стороне буду расширять, делать по одной добавке в начале и в конце ряда. Так провяжу, пока у меня не будет вот 7 зубчиков на спице. Значит, потом перейдем на белый цвет. Провяжем 7 зубчиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. На спице у меня будет 25 петель. Перехожу на белый цвет. И сейчас 7 рядов буду вязать белым цветом. Так, первую снимаю. Все провяжу лицевыми в этом ряду. Все до конца вяжем лицевыми. Я вяжу за заднюю стенку. Последняя кромочная, изнаночная. Так, по изнаночной стороне буду вязать все изнаночными. Только вот первую кромочную снимаю. Далее вторую петельку я буду провязывать по изнанке лицевой, а по лицевой изнаночной. Можно ее провязывать платочкой, чтобы края у меня потом не заворачивались, поэтому я первую петельку вот провязываю изнаночной, лицевой и изнаночной. Значит, остальные все средние 21 петля получается у меня, провязываю все изнаночными. Предпоследняя провязываю лицевой, последнюю кромочной. Опять перешли на лицевую сторону. Первую снимаю. Так, зеленую можно отрезать.
Вторую провязываю изнаночной. Остальные все средние петли вяжу лицевыми. И точно так же сделаю в конце предпоследнюю изнаночную и кромочную. Значит, так я буду вязать до узора. Все, вяжем лицевыми. Смотрите, вот до узора провяжу. 7 рядов у меня будет, ну, это вот где-то 2 сантиметра. Зеленого высота у меня получилась 2,5, чуть-чуть больше. Это я по своему размеру. Значит, провяжем сейчас вот эти вот, я провяжу 7 рядов, к вам вернусь, начнем вязать узор. Провязала я 2 сантиметра белым цветом. Сейчас перехожу к узору. Если у вас размер меньше, вот это вот расстояние можно провязать на пару рядов меньше. Довяжу мысок до конца, замерю его в сантиметрах. Значит, сейчас вязать я буду вот по такой вот схеме. Вот можете ее заскриншотить. Так, поехали. Первые 7 петель, первый ряд узора, первые 7 петель провязываем белым цветом. Первую снимаю, вторая у меня идет изнаночная. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Дальше подвязываю зеленый цвет, 2 зеленым, 2 белым. Нить я перебрасываю сверху вот так вот. Опять 2 зеленым. Одна белым. Сильно не затягивайте, свободно не бросайте. Одна зеленым. 2 белым. 3 зеленым. 1, 2, 3. Оставшиеся петли до конца ряда провязываю, сколько здесь у меня, 5 петель белым цветом. Последняя кромочная. Переходим на изнаночную сторону, второй ряд узора. Так, изнаночная сторона, второй ряд, первые 4 петли белым цветом. 1, 2, 3, 4. 4 петли зеленым. 2 белым. 2 зеленым. 1 белым. 1 зеленым. 1 белым. 1 зеленым. 1 белым. 1 зеленым. Оставшиеся петли до конца ряда провязываем белым цветом. Это был второй ряд. Лицевая сторона, третий ряд узора. Первые 9 петель провязываем белым цветом. Далее 2 петли зеленым. 2 белым. 2 зеленым. 1 белым. 1 белым. Опять 2 зеленым.
2 белым, 1 зеленым. Все, оставшиеся 4 петли до конца ряда провязываю белым цветом. Это был третий ряд. Заканчиваем его, переходим на изнаночную сторону. Так вот сейчас. 4-й ряд узора. Первые 3 петли белым цветом. 1, 2, 3. 1 зеленым. 4 белым. 1, 2, 3, 4. 2 зеленым. 1 белым. 2 зеленым. 1 белым. 2 зеленым. Оставшиеся петли до конца ряда провязываем белым цветом. Это у нас был 4-й ряд. Довязываем до конца белым. 5-й ряд узора, лицевая сторона. Первые 8 петель провязываю белым цветом. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Далее вяжу зеленым. Восемь петель провязываю зеленым цветом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Теперь, чтобы не делать больших протяжек, я еще одну белую нитку подвяжу. Пять петель белым цветом провяжем. 1, 2, 3. Зеленую перебрасываю сейчас. 4, 5. 1 зеленым. Осталось 3 петли, провязываю белым цветом. Это был 5-й ряд. Заканчиваем. Переходим на изнанку, на 6-й ряд. Так, 6-й ряд узора, изнаночная сторона. Первые 9 петель провязываю белым цветом. Сразу я ее подниму. Так, 2, 4, 6, 8, 9. 9 провязали. Дальше 9 петель зеленым цветом провязываем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И оставшиеся петли до конца ряда провязываю белым цветом. Так, это у нас был 6-й ряд. Переходим на лицевую сторону. Седьмой ряд узора. Первые 7 петель провязываем белым цветом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
провязали. 8 петель зеленым цветом. 7 белым провязали, 8 зеленым. Так, что-то тут вот нитка у меня слетела. Так, 6, 7, 8. Провязали 8. Оставшиеся петли до конца ряда довязываем белым цветом. Зеленый остается под белый. Перекручиваю ниточки, чтобы не было у нас дырок. Так, это был 7-й ряд. Довязываем его белым до конца ряда. Довязываем все белым. 8-й ряд узора. 11 петель провязываем белым цветом. 1, 2, 3, 4, 11 петель провяжем. По изнанке мы вяжем изнаночными. По лицевой стороне вяжем лицевыми. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11. 8 петель зеленым цветом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И оставшиеся петли до конца ряда провязываем белым цветом. Это был 8-й ряд. Довязываем белым до конца. Переходим на лицевую сторону. 9-й ряд узора. Первые 6 петель провязываем белым цветом. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Дальше 10 петель зеленым. Так, провязываем 10 петель зеленым. Десять зеленым провязали. И оставшиеся петли до конца ряда довязываем белым цветом это все. Так, это у нас какой? 9-й ряд у нас был. Довязываем белым до конца. Переходим на изнанку. 10-й ряд, изнаночная сторона. 9 петель провязываем белым цветом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 6 петель зеленым. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 белым. 2 зеленым. И оставшиеся петли до конца ряда провязываем белым цветом. Это у нас был 10-й ряд. Заканчиваем, довязываем белым все до конца. Одиннадцатый ряд. Первые 4 петли провязываю белым цветом. 1 зеленым. 1 белым. 2 зеленым. 1 белым. 2 зеленым. 1 белым.
6 петель зеленым цветом. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6. Оставшиеся петли до конца ряда провязываем белым цветом. Это у нас был 11 ряд. Все до конца идем белым. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Провязали. Переходим на изнанку. 12 ряд узора, изнаночная сторона. Первые 6 петель провязываю белым цветом. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Далее 6 петель зеленым. Одна белым. 3 зеленым. 1 белым. 5 зеленым. 5 петель зеленым. 1, 2, 3, 4, 5. И оставшиеся петли до конца ряда, сколько у меня, 3 петли, провязываем белым цветом. Это у нас был 12 ряд. Если протяжка большая, когда вяжу по лицевой стороне, я петельку подхватываю под ниточкой, чтобы прикрепить вот эту вот длинную протяжку. Может быть, на видео не везде я это успела сделать, но... Так, переходим на лицевую. 13 ряд узора. Первые 4 петли белым цветом. 1, 2, 3, 4. Далее 1 зеленым. 1 белым. Вот у меня была, где она, вот она протяжка у меня была большая. Я ее поднимаю и под ней. Подняла ее, видите, прикрепила ее. 4 белым, 1 зеленым, 1 белым, 2 зеленым. 1 белым. 3 зеленым. 1, 2, 3. 2 белым. 6 петель зеленым цветом. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И оставшиеся петли до конца ряда довязываем белым цветом. Это у нас 13 ряд был. Все, вяжем до конца, все белым. Четырнадцатый ряд, изнаночная сторона. 1, 2, 3, 4 петли белым цветом провязали. 6 петель зеленым. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 белым. 1, 2, 4 зеленым.
2 белым, 2 зеленым, оставшиеся петли до конца ряда вяжем белым цветом все. Это у нас 14 ряд, заканчиваем, переходим на лицевую сторону. Так, вот так вот. Лицевая сторона, 15 ряд узора. Это у нас будет последний ряд. Ура! Последний ряд. Так, вяжем первые 4 петли белым цветом. 1, 2, 3, 4. 1 зеленым, 2 белым, 1 зеленым, 2 белым, 4 зеленым, 1, 2, 3, 4. 4 зеленым провязали, 1 белым, 7 петель зеленым цветом, 1, 2, 3, где у меня тут белый цвет, 4, 5, 6, 7. И оставшиеся 3 петли провязываю, довязываю белым цветом. Все, это последний у нас 15 ряд. Заканчиваем его. Все, закончили узор. Далее по изнанке возвращаюсь. Все вяжу белым цветом. Так, провязали. Теперь смотрите, сколько я здесь провязала. 1, 2, 3, 4, 5 и еще один ряд по изнанке 6. 5-6 рядов вот эту вот высоту провяжу лицевыми по изнанке, изнаночные по лицу лицевыми, потом перейду на платочную вязку. Сейчас вот провяжу еще сколько, 1,5, наверное, сейчас поэтому померяю. Да вот где-то сантиметр провяжу белым цветом, к вам вернусь и будем вязать дальше платочкой. Провязала я по лицевой стороне лицевыми, по изнаночной изнаночными. Теперь у меня изнаночная сторона, и я все петельки буду вязать лицевыми. 4 полных ряда провяжу лицевыми все, а потом буду делать разъем. В общем, сейчас закончу мысок все платочной вязкой и перейду на боковые стороны. Вот смотрите, 1, 2, 3, 4 у меня зубчика будет, и перейду, буду вязать боковушки, делать разъем. Вяжем. Все, закончила я вязать мысок. Вот такой вот получился. Так, теперь вот 4 ряда провязала. Сейчас мы будем его измерять. Так, что у меня получилось? 12 сантиметров в высоту, в ширину 8,5. Теперь последний ряд. Сейчас буду делать разъем. Значит, сначала свяжу правую половинку, потом закрою 5 петель посередине и перейду на левую. Боковые стороны буду продолжать вязать платочной вязкой. Все лицевыми буду вязать. Значит, единственное, что я сделаю, добавлю по одной петельке. Немножечко расширю боковушки. Если размер маленький, можно этого не делать. Я вот по одной себе добавлю. 1, 2. По 11 петель у меня сейчас будет на боковую сторону. 11 и 11. 22. И плюс 5 посередине я закрою 27. 2 добавила, поэтому у меня 27 будет. Так, 1, 2, 3, 4. Провязываю.
Провязала. Эти петли можно взять на запасную булавку или нитку, или спицу, или оставить их на короткой спице просто. Это их перенесу сейчас. Все, развернулась, вяжу одну половинку, первую снимаю, все остальные провязываю лицевыми. Высоту у меня будет где-то 22 или 23 зубчика по зубчикам, если считать. Довяжу эту боковушку до конца, замерю ее в сантиметрах. Так, кромочная, изнаночная провязываю все точно так же. Перешли на лицевую сторону и опять первую снимаю и все продолжаю вязать лицевыми. Так довяжем до пятки. Потом я к вам вернусь и закроем разъемчик впереди и пойдем вязать вторую половину. Вяжется точно так же вторая половина. Все, вяжем эту половинку. Я провязала высоту полных 22 ряда. В сантиметрах это будет, вот если от разъема 9,5 у меня. Теперь подвязала вот ниточку сейчас сразу к краешку к самому. Закрою средние 5 петель и буду вязать вторую половинку. По 2 петельки вместе. Закрываю. Закрыла я петли. Теперь вот этот вот хвостик, что у нас здесь остался, мы его вот здесь вот хорошо подтянем и закрепим. Чтобы здесь не было, вот так вот его подтянем хорошо, вот так, чтобы ровненько все было. Закреплю его. Так, теперь дальше что я делаю? Продолжаю вязать точно так же, как вязала эту сторону. Все вяжу лицевыми петлями. Дойду до последнего ряда. Закрою петли, нить обрезать не буду. Она нам пригодится для обвязки всего следочка. Так, провязала. В конце я одну петельку добавляю, потому что мало петель получилось, поэтому добавляю. Все, кромочная, изнаночная. Развернулись. Все вяжу опять лицевыми. Продолжаем. Заканчиваем вторую половинку, вторую часть нашего следка, а потом перейдем к обвязке. Так, вяжем. Заканчиваю вязать вторую половину, закрываю петли, закончила. По 2 петельки закрываю вместе. Так, сейчас сразу буду делать обвязку зеленым цветом, поэтому последнюю петлю провяжу зеленым цветом. Так, все. Теперь что буду делать дальше? На спице номер 3 я буду набирать петельки. На круговые спицы узел не завязывала, я потом закрепляю это все дело под ниточками. Можно это спицей делать, я привыкла крючком, поэтому мне удобно крючком. Так, по всему следку наберем петли. Под 2 дужками вытаскиваю петельку, набираю. Смотрите, значит, высоту следим, чтобы у нас было одинаковое количество петель с каждой стороны, с боковых сторон. По мыску я наберу 13, и вот тут вот, чтобы нигде у вас не было больше-меньше, просчитывайте. Значит, высоту у меня будет 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 рядов. Так, что это за линейка у меня здесь такая? Ну вот 3 сантиметра высота у меня, чуть-чуть больше.
Единственное, что можно, конечно, все их провязать просто платочной вязкой. Я буду провязывать и лицевыми рядами, и вот в начале буду чередовать со снятыми петлями, несколько рядов провяжу. Значит, сейчас наберу петли по всему следочку и обратно по изнаночной стороне. Первый ряд вернусь, провяжу все лицевыми. Так, набираем петли и провязываем все лицевыми. Белую нить оставляем, не обрезаем пока, она нам еще будет нужна. Так, набираем, вяжем. Набрали петли, первый ряд по изнаночной стороне я провязала все лицевыми. Теперь второй ряд по лицевой стороне буду вязать белым цветом. Второй и третий ряд буду вязать белым цветом. Так, первую снимаю. Одну провязываю изнаночной, одну снимаю, не провязывая. Одну изнаночной, одну сняли. Одну провязали изнаночной, одну сняли. Так провяжем все полностью петли. Одну провязали, одну сняли, одну провязали, одну сняли. Одна изнаночная, одну снимаем, одна изнаночная, одну снимаем. Так вяжем до конца. Обратный ряд вернемся по изнаночной стороне, белым цветом провяжем все изнаночными петлями. Довязали ряд до конца, последнюю изнаночную кромочную. По изнанке, как я уже говорила, все петельки провязываю изнаночными. Все полностью. Идем до конца ряда изнаночными. Вяжем. Так, довязала я по изнанке. Это третий ряд. У меня белый мы закончили. Больше мне белый цвет не нужен. Можно его отрезать. Теперь далее. Четвертый, пятый и шестой. Остальные все ряды буду вязать зеленым цветом. Четвертый, пятый и шестой я буду вязать также со снятыми петлями. Только теперь в шахматном порядке. Смотрите, значит так. Мы первую теперь снимаем. Одна изнаночная. Одну сняли, одна изнаночная. Одну сняли, одна изнаночная. Так, довяжем до конца ряда. Пятый ряд по изнанке вернусь все изнаночными петлями. Шестой ряд опять зеленым я провяжу со снятыми петлями. А с седьмого уже по изнаночной стороне я все ряды буду вязать лицевыми. 1, 2, 3, 4, 5 зубчиков я провяжу вот после этих снятых петель. Вот высоту. Так, сняли, провязали. Сняли, провязали. Так, сейчас вяжем. Кто хочет повыше, кому размер побольше, вот эту вот высоту можно побольше провязать. Значит, поэтому, опять же, примеряйте, ориентируйтесь по своему размеру. Так, вот так вот. Сейчас продолжаем это все вязать. Что я вам еще хотела замерить. Сейчас пока вспомнила, потом могу забыть. Я весь тапочек не мерила. Я вот померила его на 39 размер. Как раз он подошел. Если размер 40, можно еще один рядок добавить. На 38, как по мне, как раз. Если будет большевато, можно один ряд наоборот убавить. Смотрите. Потом мне здесь кричат 20 сантиметров на 37 размер. Возможно, от пятки до мыска 22 сантиметра. Как вы видели, у меня я примерила, и в процессе видео есть и фотографии, и ролик, где я примеряю слитки эти. От пятки и до конца 24.
они еще и растягиваются. Так что вот так вот. Значит, что мы теперь делаем? Обвязываем полностью. Провяжем высоту, потом вернемся, будем вязать подошву. Далее я буду все вязать зеленым цветом. Вяжем. Обвязала я весь следок. Сейчас переходим к подошве. Да, вот полностью 3 сантиметра у меня. Значит, подошву я буду вязать. Вот спицы перегнала сразу наперед. На средних 9 петлях я здесь ниточку обрезала, подвязала наперед. Можно, конечно, этот ряд весь провязать, но я люблю, чтобы с каждой стороны у меня были одинаковые ряды. Так, теперь 9 петель у меня. Сейчас я буду вязать всю подошву лицевыми петлями. Боковые петельки буду соединять, провязывать по 2 по методу пятки. И немножечко буду ее расширять. Так, сейчас, значит, 9 петель у меня. Я провяжу все лицевыми до последней. Последнюю буду соединять. Так, вяжу все лицевыми. Взяла разные вот спицы, чтобы было понятно. Довязала, вот пришла в конец ряда. Последнюю петельку провязываю с петелькой с боковой спицы по изнаночной петлей. 2 вместе провязываю изнаночные. Сейчас первый ряд по изнаночной стороне провязываю точно так же все петли лицевыми, и последнюю буду соединять по изнанке, 2 вместе провяжу лицевой петлей. Так, все вяжу лицевыми. Так, последняя петелька. Две вместе провязываю лицевой. Все это закрепим потом. Ой. Перешла на лицевую сторону. Теперь крайние так и буду продолжать в процессе всего вязания до конца, все соединять изнаночными. И немножечко вот расширю. Делаю одну добавку, один накид. Продолжаю все вязать опять лицевыми. И перед кромочной этой сделаю еще одну добавку. Я расширю до 15 петель. Опять же примеряйте. Если размер небольшой, можно 13 оставить. Так, все. Последние соединяем по лицевой стороне. Расширяю, добавляю по одной петельке. Опять перешли на изнаночную сторону. Изнаночная сторона без изменений. В конце ряда провязываем 2 вместе лицевой. Все вяжем лицевыми, все. Пришла в конец ряда. 2 вместе закрываю лицевой. И опять лицевая сторона. Продолжаем вязать. Расширю мне подошву свою. Потом замерю опять все в сантиметрах, когда довяжу до конца. Ай, гляньте, я забыла сделать добавку. Начала разговаривать. В начале ряда добавляю по одной петельке, расширяю, все вяжу лицевыми. Значит, расширим подошву и провяжем все вот эти вот петли до пятки. Дойдем до пятки, я к вам вернусь. Сейчас подошву вяжем самостоятельно. Далее там наберем опять петельки и будем вязать пятку. Так, пришла последняя петелька, одну добавила, всю последнюю соединяю. Соединяю 2 вместе изнаночные. Тянули, и вот у нас так все будет у нас изнаночными идти. Вот такой вот мысок будет.
Так, вяжем всю подошву, до конца довяжем, встретимся. Закончила вязать подошву, примерили. Все нам хватает. Теперь перехожу на пятку. Значит, с каждой стороны я наберу петельки и начну вязать пятую. Сначала наберу петли, одинаковое количество петель, чтобы на зеленом и на белом было равное количество. За этим следим. Опять же, под двумя дужками набираю петельки, обратно вернусь лицевыми. Вторую спицу по изнанке тоже провяжу лицевыми и перейду набирать на этой стороне. А потом вернусь и буду закрывать петли пятки. Так, идем до конца, набираем и обратно провязываем лицевыми. Довязываем по изнаночной стороне все лицевыми. У меня здесь осталось 2 петельки. Я их закрою, последние 2 закрою изнаночной. Теперь перешли на лицевую сторону. И точно так же буду набирать с этой стороны. Опять набираю. И обратно уже сейчас наберу петли. Обратно по лицевой стороне я это все провяжу изнаночными. И потом лицевыми петлями буду вязать пятую. Так, набираем петельки опять. У меня получилось с этой стороны 18 петель. Подтягиваем. Набрали петли и по лицевой стороне провязываем их изнаночными. Так, все провязала изнаночными. Теперь переходим к петли пятки. Все, теперь провязываю лицевыми. Последнюю петельку по лицевой стороне я буду соединять изнаночной. По изнаночной стороне буду соединять лицевой. Точно так же, как я вязала всю подошву. Также я продолжаю, перешла теперь на пятку, закрываю пятку. Закрою все петли до конца. Потом закрою петли и буду делать обвязку. Так, все здесь провязываю лицевыми петли пятки. До конца иду лицевыми. Так, последняя петелька. Перенесла и 2 вместе провязала изнаночной петлей. Все, на лицевую, на изнаночную сторону перешли. Точно так же провяжу. У меня 15 петель, все 15 петель, последние 2 закрою лицевой петлей по изнанке. Так, последняя петелька, 2 вместе, провязываю лицевой. Все, закрываем полностью все петли с боковой спицы. Вот они и слетели. Теперь закроем все петельки. Последний ряд петли закроем. Вот смотрите, вверху последние 3 ряда я по одной петельке уменьшила. Немножко сузила задник. Вот по одной петельке я убавила, 2 вместе провязала. Ну, это опять же при необходимости. Чтобы не был сильно широкий верх, можно кверху по одной петельке уменьшить. Вяжем пятую, заканчиваем все петли. Закончили вязать пятку, закрыли петли. Теперь дальше на спице номер 2,5 я набираю по всему верху петли. У меня будет 64 петли. Провяжу все изнаночными. Всего провяжу 11 рядов. 6 ряда провяжу номером 2. Это внутренняя часть у меня будет. И потом перемонтирую. Значит, сейчас набираем петельки по одной, по одной. У меня 64. Если получилось больше, можно уменьшить немножечко, провязать по 2 вместе. Значит, все ряды я провяжу изнаночными петлями. Вот вяжу на 4 спицах полностью все изнаночными. В этот раз буду вязать. Провяжу 11 рядов, замерю это в сантиметрах.
Так, набираем петельки и вяжем изнаночными. Провязала я 11 рядов изнаночными петлями все. Так, высоту-то у меня получилось 2,5. Теперь выворачиваю наизнанку. Так вот прикрепим сейчас. Я уже половинку провязала. Вывернули наизнанку. Я по изнанке буду прикреплять. Значит, одна петелька на спице. Одну со спицы снимаю. Крючок ввожу вот под петельку самого первого ряда. И соединяю их. Все. Так по одной присоединю все петельки со спицы к нашему следочку. Так, все. Довяжем это дело до конца. Закрепим все, попрячем все хвостики, ниточки, которые есть. На этом сегодня все. Все. Соединяем все до конца. Значит, тапочки готовы. Следочки наши. Вот такой вот следочек получился. Теперь, что буду делать дальше? Сейчас немножечко пройдусь по детским. Сделаю небольшой обзор по детским следочкам. Так, теперь немножечко, как я вязала детские. Вкратце расскажу. Значит, вот у меня ролик внуку моему 7 лет. Я на него примерила, и они на него впритык. Можно было на пару рядов провязать больше, чтобы немножко на вырос были. Вот смотрите. Значит, они у меня полностью по длине от начала и до конца 17 сантиметров. Пускаю еще на растяжку. Ну вот, 19, 2 сантиметра растянула немножечко. Так, в районе 5 ширина у меня 7. По мыску у меня ширина 8. Вязала точно так же, как я вязала. Вот сейчас видео было взрослые. Точно по такому же принципу я их вязала. Только уменьшенная копия. Значит, верхнюю часть я провязала на спицах номер 2. Для чего? Чтобы уменьшить вот эту вот схему. Вот даже зрительно посмотрите, она вот меньше. Начала я мысок 10 петель, расширила до 22. Теперь у меня 1, 2, 3, вверху 3 зубчика. Потом вот эта вот часть в сантиметрах. Сколько она у меня? 6,5 сантиметров она у меня. Посередине я оставила 4 петельки. Боковые части добрала еще по одной петельке здесь. По 10 я провязала боковые части. Здесь у меня 4, 24 было 22. Здесь по одной добавила. Дальше, что я сделала, что еще тут не замерила. Точно так же на спице, только номер 2,5 набрала по следку петельки. Сделала обвязку, такую же, как вот в видео. В сантиметрах это будет 2 сантиметра я обвязала. Перешла на подошву. Подошву я набрала, сейчас я записи свои, потому что еще не довязала. Значит так, подошва у меня 10 петель. Расширила, вот смотрите, у нас ножка была широкая, поэтому я вот здесь по ступне расширила 18. 18-20 петель можно набрать. Потом с середины ступни я плавно уменьшала, закрывала по 2 петельки. Закрыла вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 петель.
до пятой дошла и точно так же перешла на пятку, провязала, закрыла все петли пятки, набрала петельки. У меня здесь по верху 50 петель я сделала, провязала 8 рядов в высоту и примонтировала, закрыла. Все, значит, замеры я вам сделала. Сколько у меня петелек назвала, а вы уже ориентируйтесь по своей ножке, потому что детки все разные. Кому-то такой размер пройдет на 5 лет, а кому-то, может, и на 8 подойдет. У кого-то маленькая ножка, у кого-то большая. Ну вот, от 5 до 7 по моему метражу, по моим расчетам, они подходят. Так что вот так вот. Все, детский тоже рассказала. На этом сегодня все. Всем спасибо за просмотры. Всего хорошего вам. Мира и добра. До новых встреч. Пока-пока.